Привет! Самый главный туристический вход в старый город Иерусалима – это Явские ворота. Но то, что мы видим позади меня, это не ворота. Это пролом в стене, который был сделан, чтобы удовлетворить тщеславие кайзера Вильгельма II, который настоял на том, чтобы въехать в город на белом коне. Легенда гласит, что Иерусалимом будет править царь, который въедет в городские ворота на белом коне. Вильгельм о легенде знал, но не понял, что въехал он через дыру в стене, а не через ворота. Но мы здесь сегодня не из-за ворот. Наша цель сегодня – цитадель Давида, которая, кстати, к царю Давиду не имеет никакого отношения. То, что мы видим здесь, это большой комплекс, который называется Башня Давида. Но это место никак не связано с царем Давидом. Царь Давид правил Израилем 3000 лет назад, а эту часть стены и башню построил 2000 лет назад другой царь, Ирод Великий. И эта башня была частью его дворца. А имя Давида этой башне дали первые христиане-византийцы, ошибочно считая эту башню частью дворца царя Давида. При Ироде здесь стояли 3 охранные башни, которые Ирод назвал по именам своей жены, брата и друга – Мариамна, Фацаэль и Гипик. Об этих башнях Иосиф Флавий писал: на древней стене была сооружена Иродом Гипикова башня, а вблизи последней еще 2 другие башни, которые по величине, красоте и крепости своей не имели себе подобных в мире. Ибо изящество этих сооружений было не только делом врожденного царю вкуса к величественному и ревностной его заботы о городе, но и являлось данью чувствам его сердца, так как этими башнями он воздвиг памятники 3 любимейшим лицам – своей жене, брату и другу, имена которых он присвоил этим сооружениям. Свою жену он убил из ревности, 2 других потерял на войне, где они храбро сражались. Когда римляне захватили Иерусалим, император Тит приказал весь город и храм сравнять с землей. Знаете, только 3 башни – Мариамна, Фазаэль и Гипик – и часть крепостной стены должны были остаться. Последняя – для образования лагеря, оставленному здесь 10-му легиону, а башни, чтобы быть свидетельством потомкам, как величественен и сильно укреплен был город, который пал перед могуществом Римской империи. Им на смену пришла Византийская империя. Затем на Святую Землю пришел арабский халифат. Потом сюда вторглись крестоносцы. Глядя на высоту этих стен, понимаешь, почему в 1099 году крестоносцы, завоевывая Иерусалим, эту крепость взять не смогли. Мусульмане сдались в обмен на обещание сохранить им жизнь. А в 517 году землю Израиля завоевали турки-османы. Прямо за мной стена, и я хочу вам показать очень древние блоки этой башни. Башня состоит из нескольких уровней. Обратите внимание на блоки, расположенные над зубчатой стеной, над этим новостроем. Блоки вот с такой вот рамочкой. Это характерное оформление строительных блоков времен Ирода Великого. Логично предположить, что территория дворца царя Ирода, огороженная крепостной стеной, имела ворота, которые запирались. Самое удивительное, что замок от этих ворот был найден здесь, при раскопках. Увидеть этот удивительный замок можно в Эрмитаже. Дело в том, что он был передан в дар российскому императору Николаю I
с просьбой финансирования реставрации некоторых христианских святынь и содержания христианских храмов. Николай I дал положительный ответ. И теперь вот такое необычно сложное творение инженерной мысли можно увидеть в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Ворот уже нет, а замок есть. Ну, а мы поднимаемся на лучшую обзорную площадку Иерусалима. Итак, мы на лучшей смотровой площадке Иерусалима. Перед нами христианский квартал старого города. Серые купола – это храм гроба Господня. Правее – колокольня лютеранского храма Христа Спасителя. И высокая башня – это церковь Вознесения. Далее мусульманский квартал и храмовая гора. И визитная карточка Иерусалима – золотой купол над скалой. Иудейская традиция гласит, что эта скалистая плита является центром мироздания и престолом Бога, а под ней якобы лежит прах, из которого был сотворен Адам. На этой скале, по преданию, патриарх Авраам был готов принести в жертву своего сына. А мусульмане считают, что с этой скалы вознесся на небеса пророк Мухаммед. Правее на Храмовой горе еле заметный серый купол – это мечеть Аль-Акса. А за ней Масличная гора и самое дорогое в мире кладбище. Далее, поворачиваясь вот сюда южнее, мы видим еврейский квартал и белый купол. Это синагога Хурва. И еще одна синагога. А совсем рядом армянский квартал. И мы видим купол храма Дормицион, храм Успения на Сионе. А упокоилась там Мать Иисуса Христа, Дева Мария. Вот такая экскурсия у нас получилась сегодня. Надеюсь, что вам было интересно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Увидимся в следующее воскресенье.